Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня на мне обновка. Появилось вот такое чудесное платье. Или же его можно назвать удлиненной блузой, которую можно носить под узкие брюки скини, под лосины, ну или же как-то по-другому комбинировать с различным низом. Ну вот, я сегодня его надела как платье на себя и спешу вам его продемонстрировать. Это платье у меня возникло после того, как я в руках подержала вот этот чудесный платочек. Вот у меня есть платочки, и я с ними дружу, и каждый раз у меня рождаются разные образы. Ну вот в данном случае платочек у меня пошел на отделку низа моего платья и, соответственно, низа рукава на манжет. Здесь еще и рисунок этого платочка, такие прямоугольные полосы, которые хорошо вписались, так весело и оригинально обработали низ моего изделия, внеся в него такую как бы форму, жесткость, ну и одновременно такую радужную, радостную расцветочку. Под платочек подобралась сорочечная ткань, ну и закрутилась, и возникло вот желание такого платья. Платье свободное, фасон парашют, не приталенное, крой у меня безотходное производство, мне понадобилось 2 метра ткани, все подробности кроя очень простого мы рассмотрим на столе. Ну, основные нюансы: рукав летучая мышь, вот вы видите вид сзади, он повторяет вид спереди, верх рукава со сгибом, горловина — это вырезается круг на нашей 2-метровой ткани, мне понадобилось 2 метра ткани. Вдоль моей летучей мыши выложился крой юбки, в этом крое как раз поместился карманчик, вот карманка такая интересная, свободная, легкая блуза, платье у меня получилось. Воздушная. Я люблю подобные платья использовать на отдыхе. У меня закрыто плечо, закрыта рука, я не обгораю. Ну и в то же время легко, свободно, нигде ничего не зажимает, не ограничивает. Удобно и стильно. Такие разрезы, углы на боках. Карманы у меня в боковых швах загнулись, цельнокроенные. Спинка моя, свободность не спадает. Ну, мне захотелось такое легкое, не приталенное платье. Хотя, в принципе, приталить при желании его тоже возможно. Можно вместо сборки сделать склады. Ну и как бы потенциал в этом фасоне очень большой. У меня, отталкиваясь от этой модели, в следующем видео планируется блуза, белая блуза, поэтому, но все по очереди. Сегодня платье, платье-блузон. Также в моем платье использованы такие декоративные детали, поясочки с металлическими пряжечками. А вот у меня стойка, переходящая в поясок на горловинке, то есть можно здесь моделировать и закрывать, открывать. Ну и такие вот чудесные поясочки по переду и на спине с металлическими пряжечками. А сейчас все подробности и нюансы моего очень простого кроя вы увидите на столе. Пожалуйста. Друзья, перед вами схема выкройка моего оригинального блузона платья. Понадобилось 2 метра ткани.
И я изобразила размер 1,95 м на чертеже. Это длина ткани сложена в 2 раза. Линия сгиба проходит посередине переда и спинки. Вот вы видите горловина. И размер по переду 96. Это линия сгиба, которая проходит по плечу и по рукаву. А размер на спинке 99. Здесь небольшой нюанс. Добавлено 3 сантиметра на баланс, чтобы не переваливалась горловина, не перетягивала спинку назад. Поэтому добавлено 3 сантиметра для моей фигуры. Может быть, кому-то нужно добавить 3 сантиметра дополнительно на грудь, но это уже вы под себя все это корректируете. Красным цветом изображены линии кроя этого изделия и привязка всех узлов, всех нюансов, все размеры даны черным цветом. Ширина ткани 1,40 м, в половинном размере 70, но она может быть и 1,5 метра ширина, тогда соответственно это может добавить нам длину нашего рукава по желанию индивидуально. Также длина изделия может быть меняться, то есть мы можем сделать себе платье в пол, закрыть колено, соответственно добавится длина. Или же наоборот, из платья плавно перейти в блузон. Поэтому тут опять же вы смотрите под ваши желания. Так, что я делала? Я от плеча на расстоянии 35 сантиметров отложила ширину 30 сантиметров. Это у меня точечка, которую я соединила с точкой на рукаве. Это мое направление кроя. То есть здесь я располагала юбку вот по направлению. Рукав выстроился летучая мышь, также от этой точки. Ну а здесь у меня получилась моя юбка, то есть летучая мышь, переходит линия реза до талии, и вот участок, на который собирается моя юбка. Вот то, что пошло, это раздвижка на сборку. Но вы можете смотреть, если вам показалось, что много сборки, можете ее уменьшить. Или же наоборот добавить. Можно по этой линии разместить склады. То есть опять же все индивидуально. Вот я сделала разрез, мой крой, до этого места. Здесь потом в дальнейшем я аккуратно делаю небольшую выточку, которая будет прикрыта моими поясочками. Поэтому вот здесь уже, когда будет застрочен вот мой крой, здесь шов появится, то расстояние до центра после того, как я зашиваю, 10 сантиметров. То есть вот это место у меня получается 10 сантиметров. Так же, как и расстояние, вот здесь 10 сантиметров, привязка моей горловины. Вот такой крой. Далее это бок моего платья. В бок вписывается цельнокроенный карман. То есть все прекрасно выкладывается на нашей ткани. По сути, один шов по рукаву, собираем драпировку на наш бок, и платье готово. Обрабатываем низ. Низ мы можем подвернуть этой же тканью, сделать широкий подворот. Можем обработать, так как я показала, платочком. Опять же, все индивидуально. Выпад сбоку я использовала для поясочков, ремешочков, которые в готовом виде, ширина их 3 сантиметра. У меня они размещены вдоль реза моего, перекрывают эту линию, и на горловинке в виде стоечки. Привязка моего низа рукава, вы видите, вот как раз видно, что добавлено 3 сантиметра на баланс
моего изделия. Кстати, можно выкраивать, вырезав предварительно горловинку, и потом, сложив эту ткань в 4 слоя, и уже выкраивать, так как крой соответствует спинке и переда. Он одинаковый. Ну вот, главное учесть эти 3 сантиметра на баланс. Сейчас я вам покажу обработку узлов на готовом изделии. Вы видите в крупном размере мои поясочки. Вот они декоративно нашиты и перекрывают мой шов, мою сборку. Помимо сборки на юбке, я делала небольшую сборку, участок на грудь. Сюда вошла выточка на грудь. Вот здесь показано 6 сантиметров. Вот дополнительно привязан этот участочек, где необходимо задрапировать нашу выточку на грудь. Вот карманчик в шве. Здесь поясочек, стоечка, обработана горловинка и обработана дополнительно обтачкой. Это все, чтобы было аккуратно. Ну, вот такие интересные детали. Моя лыбочка, такие вот пряжечки, перестрочки оживили мое платье. Ну и, конечно же, обработка низа. Вот вы видите, это моя красивая деталь, обработка низа платочком. Вот мой подобный чудесный платочек, который вдохновил меня на то, чтобы я его быстро и непринужденно порезала на полосочки и использовала для обработки низа. Но подобную отделку можно сделать самостоятельно из ярких кусочков, лоскуточков, по принципу пичворка. Все это собрать, и тоже будет живенько, и переработаются остатки, лоскутики, которые наверняка есть у нас у всех. Низ стыкуется по боку вот таким чудесным уголочком. Все заделывается строчкой, обрабатывается оверлоком. Отделка у меня шириной 5 сантиметров. Отделка по принципу обтачки. Все аккуратненько, чистенько и красиво. Соответственно, также обработаны и манжеты на моих рукавчиках. Вот все заделывается чисто и изнутри, и снаружи. Плечевого шва нет. Вот обработана горловина. То есть платье очень легко изготавливать, так как минимум швов. И опять же, все просто. Мои ленточки, они проклеены, держат форму, настрочены сверху, и вот перегнули, вставила пряжечку, перестрочила и еще дополнительно застрочила и дала вот такое диагональное направление. Ну, опять же, можно и без этих ленточек, можно их сделать подлиннее, короче, это уже как вам захочется. Ну и мне захотелось такую же ленточку сделать из горловинки. Вот она у меня здесь болтается, я ее не застегиваю. Вот она как бы в свободном полете вот здесь у меня фигурирует. Такая модель у меня интересная получилась, со своим опять же изюмом. Обработка платочком или же пичворком внесла такую новую свежую нотку в изделие. И вы увидели, как однотонная ткань сразу же заиграла по-летнему. Мы с вами рассмотрели узлы на платье обработки. Сейчас крупным планом еще дополнительно посмотрите размеры на моей схеме. Я напоминаю, что мой размер 54, но платье это оверсайз, поэтому оно хорошо смотрится как на полненьких
так и на худеньких. Для платья могут быть использованы различные летние ткани. Может быть сорочечный катон, может быть штапель, может быть шелк, ну все что угодно. У меня много моделей из платков, с которыми вы можете познакомиться в моих прошлых видео. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился мой новый блузон, платье. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! До скорых встреч! Я вас буду радовать своим креативом.